Смотрит кабелина проклятая в другую сторону. Выдохся. И вроде как бы мыслями, ты понимаешь, неплохо было бы устроить еще второй раунд. Абсолютно. Примарафеться и выходи в люди. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас рад приветствовать на своем канале. Добро пожаловать. Ну что, давайте знакомиться с новой картой. Сегодня это двойка жезлов. Кто смотрел в прошлый раз лекцию, которая посвящена аркану смерть, тот несколько сейчас удивлен, потому что в колоде Гюстава Дере, которую компания Лос Карабео выпустила на основании его гравюр, что карта смерть, что двойка жезлов основаны на одной и той же книге, точнее на одном и том же повествовании, на одной и той же поэме, которую написал Алан Эдгар По, называется она «Ворон». Помните? Мрачная такая вот история. Все вокруг связано с мраком, со смертью, с Плутоном, с пониманием того, а что дальше делать. Жизнь прекратилась и все. И даже маленького лучика надежды никакого не существовало. И я несколько был вначале в замешательстве относительно того, а как же мне теперь эту самую поэму, где присутствует тема смерти в полный рост, связать с двойкой жезлов. Но, как только я начал эту карту разбирать полнее и углубляться в нее, я рассеял свои сомнения. Не скажу, чтобы все, но некоторые ушли. Будем сейчас с вами полнее погружаться в эту карту. Будем так же, как и я, узнавать о ней много нового на основании существующей поэмы. И, естественно, будем сравнивать все, что мы с вами уже знаем о классической карте из колоды Уэйта. Как и раньше, на всех своих остальных лекциях я предлагаю вам такой метод обучения, метод подачи информации. Вы остаетесь просто слушателями. Если хотите, можете делать себе какие-то заметки, но суть состоит в том, чтобы не просто набросать список значений, которые вам необходимо заучить, необходимо запомнить, и в нужный момент доставать из закромов своей памяти. У нас уже есть в этой карте яркая достаточно такая, несмотря на весь мрак и ужас, но яркая, запоминающаяся поэма «Ворон». Возможно, я ее также включу здесь, в этой лекции, для того, чтобы те, кто попадет именно на этот урок, им не приходилось возвращаться назад в аркан смерть и слушать ее. Она будет также и здесь. Задача моя создать большой-большой такой вот обширный образ, который у вас закрепится в голове на уровне, если хотите, просмотренного фильма, прочитанной книжки, узнанной истории, разговора двух приятелей. И потом, когда выпадает такая карта, даже на раскладе, в раскладе, который у вас нет заученного значения списка, вы просто понимаете, что это может означать. Как эта карта может проиграться в каких-то нетипичных ситуациях. А вы сами прекрасно знаете, что вопросы от клиентов могут быть самые разнообразные. Ожидать, что все будет по некому шаблону и стандарту, это значит заблуждаться. А мы с вами не из тех людей, кто будет заведомо вводить самого себя в заблуждение. Но сперва посмотрите, пожалуйста, на гравюру. Посмотрите на гравюру, потому что я карту разместил поверх гравюры. И, в принципе, ничего нового нам гравюра не раскрывает. Буквально чуть-чуть слева-справа обрезаны края. Мы видим, что мы видим? Кусочек веток, мы видим также фигуры какие-то дополнительные. Но в целом, на что нас эта карта, на какие мысли наводит, на что она обращает внимание? Что на этой двойке, несмотря на число 2, изображен один персонаж, один человек. Единственное, что здесь, вокруг окна на улице, есть еще ряд других персонажей, но мы с вами знаем, что это не живые люди, это скорее некое видение, это скорее какие-то призраки, если хотите, вымыслы самого человека из поэмы «Ворон». Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий, задремал я над страницей фолианта одного. И очнулся вдруг от звука,
будто кто-то вдруг застукал, будто глухо так затукал в двери дома моего. «Гость», — сказал я, — «там стучится в двери дома моего. Гость, и больше ничего». Ах, я вспоминаю ясно, был тогда декабрь ненастный, и от каждой вспышки красной тень скользила на ковер. Ждал я дня из мрачной дали, тщетно ждал, чтоб книги дали облегченье от печали по утраченной Ленор, по святой, что там, в Эдеме, ангелы зовут Ленор, безыменный здесь с тех пор. Шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах полонил, наполнил смутным ужасом меня всего. И чтоб сердцу легче стало, встав, я повторил устало: «Это гость лишь запоздалый у порога моего, гость какой-то запоздалый у порога моего, гость и больше ничего». И, оправясь от испуга, гостя встретил я как друга. «Извините, сэр или леди», — я приветствовал его. «Задремал я здесь от скуки, и так тихи были звуки, так неслышны ваши стуки в двери дома моего, что я вас едва услышал. Дверь открыл я, никого, тьма и больше ничего». Тьмой полночной окруженный, так стоял я погруженный в грезы, что еще не снились никому до этих пор. Тщетно ждал я так, однако тьма мне не давала знака. Слово лишь одно из мрака донеслось ко мне. «Ленор?» Это я шепнул, и эхо прошептало мне Ленор, прошептало как укор. В скорби жгучей о потере я захлопнул плотно двери и услышал стук такой же, но отчетливей того. «Это тот же стук недавний, я сказал. В окно за ставней ветер воет неспроста в ней у окошка моего. Это ветер стукнул ставней у окошка моего. Ветер, больше ничего». Только приоткрыл я ставни, вышел ворон стародавний, шумно оправляя траур оперенья своего. Без поклона, важно, гордо, выступил он чинно, твердо, с видом леди или лорда у порога моего. Над дверьми на бюст Паллады у порога моего сел, и больше ничего. И, очнувшись от печали, улыбнулся я вначале, видя важность черной птицы, чопорный ее задор. Я сказал: «Твой вид задорен, твой хохол облезлый черен, о зловещий древний ворон, там, где мрак Плутон простер. Как ты гордо назывался, там, где мрак Плутон простер?» Каркнул ворон: «Nevermore». Выкрик птицы неуклюжий на меня повеял стужей, хоть ответ ее без смысла не впопад был явный вздор. Ведь должны все согласиться, вряд ли может так случиться, чтобы в полночь села птица, вылетевшая из-за штор, вдруг на бюст над дверью села, вылетевшая из-за штор, птица с кличкой Nevermore. Ворон же сидел на бюсте, словно этим словом грусти. Душу всю свою излил он навсегда в ночной простор. Он сидел, свой клюв сомкнувши, ни пером не шелохнувши. И шептал я, вдруг вздохнувши: «Как друзья с недавних пор, завтра он меня покинет, как надежды с этих пор». Каркнул ворон: «Nevermore». При ответе столь удачном вздрогнул я в затишье мрачном, и сказал я: «Несомненно, затвердил он с давних пор, перенял он это слово от хозяина такого, кто под гнетом рока злого слышал, словно приговор, похоронный звон надежды,
и свой смертный приговор слышал в этом Невермор. И с улыбкой, как в начале, я, очнувшись, от печали кресло к ворону подвинул, глядя на него в упор. Сел на бархате лиловом, в размышлении суровом, что хотел сказать тем словом ворон, вещий с давних пор. Что пророчил мне угрюмо ворон, вещий с давних пор, хриплым карком Невермор. Так в полудремоте краткой, размышляя над загадкой, чувствуя, как ворон в сердце мне вонзал горящий взор, тусклой люстрой освещенный, головою утомленный, я хотел склониться сонный на подушку, на узор. Ах, она здесь не склонится на подушку, на узор. Никогда, о Невермор. Мне казалось, что незримо заструились клубы дыма, и ступили серафимы фимиами на ковер. Я воскликнул: «О, несчастный, это Бог от муки страстной шлет Непентис, исцеление от любви твоей, Клинор. Пей, Непентис, пей забвенье и забудь свою Ленор», — каркнул ворон. «Невермор!» Я воскликнул: «Ворон вещий, птица ты иль дух зловещий, дьявол ли тебя направил, бурель из подземных нор занесла тебя под крышу, где я древний ужас слышу? Мне скажи, дано ль мне свыше там, у Галатских гор, обрести бальзам от муки там, у Галатских гор?» — каркнул ворон. «Невермор!» Я воскликнул: «Ворон вещий, птица ты иль дух зловещий, если только Бог над нами свод небесный распростер, мне скажи, душа, что бремя скорби здесь несет со всеми, там обнимет ли в Эдеме лучезарную Ленор, ту святую, что в Эдеме ангелы зовут Ленор?» — каркнул ворон. «Невермор! Это знак, чтоб ты оставил дом мой, птица или дьявол!» Я вскочил, воскликнул: «С бурей уносись в ночной простор, не оставив здесь, однако, черного пера, как знака лжи, что ты принес из мрака. С бюста траурный убор скинь, и клюв свой вынь из сердца, прочь лети в ночной простор», — каркнул ворон. «Невермор!» И сидит над дверью ворон, оправляя перья. С бюста бледного Паллады не слетает с этих пор. Он глядит в недвижном взлете, словно демон тьмы в дремоте, и под люстрой в позолоте на полу он тень простер. И душой из этой тени не взлечу я с этих пор никогда, о Невермор. Видим мы на этой карте также человека, который один, так же, как и здесь. Переходим с вами в значение. И давайте с вами подумаем теперь относительно того, какая карта у нас предшествовала двойке жезлов, а какая будет следующая. Помним, мы с вами уже разбирали туз жезлов. Карта огненная, карта мужская. Это огонь, который заставляет ситуацию, человека в ситуации двигаться вперед. Это выпавший шанс, воспользовавшись которым ты можешь быстро все закрутить, завертеть так, что начнет все вокруг полыхать. Архетип мага также содержится в карте жезл. Маг — это персонаж, который обладает всеми 4 стихиями. Он обладает самыми разнообразными талантами. Он полон решимости и готовности действовать. И нет никаких сомнений, что он начнет претворять все свои умения и таланты в жизнь для достижения цели, которую он четко наметил, он ее видит и будет к ней непременно двигаться. Двойка карта визуально какая она? Статичная.
Человек стоит, у него есть два жезла, и он раздумывает, он выбирает, особенно на классике, мы здесь видим земной шар, который он держит в руке. Он выбирает, двигаться ему вперед или нет, или остаться дома. По двойке жезлов из колоды Лос Карабео. Почему здесь двойка? Потому что появляется второе мнение, появляется второй персонаж. Он не столько очевидный и явный, потому что его нельзя называть как человек по двойке кубков. Помните? Замечательная карта, тоже двойка, но там изображено двое. Здесь же у нас второй персонаж скорее как некое подсознание, как второе «я», как противоборствующее мнение, которое появляется внутри у нашего главного героя. Но по факту он один, просто у него также появляется выбор между чем-то и чем-то. И если здесь мы видим один из жезлов, вы все знаете об этой фишке, один из жезлов, он приколочен такой металлической скобой к дому, то есть означает то, что одно какое-то базовое желание подразумевает, человек остается с тем, что он есть, с тем, что у него есть, а второй подразумевает какое-то движение вперед. И человек сейчас находится в неком таком колебании. Все-таки что ему предпринять? Остаться на том, что есть, или двинуться вперед? Здесь такой самой базой, с жезлом, который приколочен к дому, является сам дом. Человек в нем находится, он распахнул окна, ставни, выглянул на улицу, но он не вышел на улицу, он не покинул дом свой. Помните также, когда он распахнул двери в коридор, в темную, эту зияющую пустоту, в это в темное ничто, он тоже не покинул дом, он просто открыл двери и посмотрел туда. Понятно, он впускал гостя, но чисто визуально по оракульному, что одна, что вторая карта не противоречат друг другу. Они говорят об одном и том же. Есть что-то базовое, основное, в данном случае дом, либо жезл, который приколочен к дому, и второе, что-то второе, что начинает спорить с первым желанием. Легко, когда есть одно желание. Легко, когда вы открываете холодильник, там стоит гречка с котлетами, больше никакого выбора, и вы, в принципе, и хотели эту гречку. Взяли и сели, замечательно. Но когда там стоит гречка с котлетами, а рядом торт Наполеон, такие два разных блюда. Это не гречка и жареная картошка. И что делать? И как выбрать? Хотя, кстати, порой и сложнее выбрать между похожими какими-то понятиями, между гречкой и жареной картошкой. Вот двойка жезлов нечто подобное может напоминать в таких наших желаниях, в простом чем-то таком. Так вот, тройка жезлов. Тройка жезлов, хотя мы ее еще не разбирали, но там уже человек сделал свой выбор, условно говоря, как продолжение этой карты, с тем, что я все-таки не остаюсь дома, я выдвигаюсь. И дальше стоит только вопрос, куда, как, на чем, с кем. И ряд вспомогательных вопросов человек себе может задать, но уже поверх правильно пройденной двойки, поверх того, что человек все-таки решил действовать. Так вот, сейчас у нас промежуточный этап между тузом и тройкой, между одним действием и вторым действием. Это некое состояние такой выдохся после туза. Фух. Устал мужчина, дайте мне отдохнуть, ты дай мне 5 минут, и я буду опять снова в боевой готовности. Снова буду в тройке жезлов. Можно так эту карту трактовать, можно так ее прочесть в таком очень простом варианте. И как я часто и говорю, обращайте внимание, статичная карта или динамичная. Здесь она статичная, хотя сама по себе стихия, огонь, жезлы, она у нас динамичная, и огонь не терпит и не любит остановки. Это не вода, хотя она тоже может быть активной и текучей, и уж тем более не пентакли. Огню надо движение. Если огонь замирает, то это какие-то тлеющие угли, которые в любой момент ты можешь раздуть, и снова разгорится большое пламя. Поэтому для огня это ощущается некомфортно. Вот такое состояние стабильности, покоя. Хочется двигаться вперед. Поэтому и двойка в общем и целом, а мы сейчас будем разбирать с вами, ощущается и читается также не самой приятной картой по двойке жезлов.
Жезлы — это всегда движение, это всегда победы, это всегда завоевание. И когда ты видишь в жезлах статику, ты понимаешь, что тут так. Либо человек не особо к этому расположен и готов, либо ситуация еще не назрела, а может быть и одно, и второе. Карта предвещает приход или появление чего-либо неожиданного. Готово случиться что-то, чего вопрошающий не допускал в своих планах. Если на этой карте не совсем понятно, о чем речь, то вот здесь, пожалуйста, ждал ли человек ночного гостя? Нет. А ждал ли он ночного гостя в виде ворона? Тем более нет. А ждал ли он ночного гостя в виде ворона, который будет с ним разговаривать? Вот по двойке и появление чего-то неожиданного. Все было, условно говоря, как-то ровно, стабильно, спокойно. И откуда ни возьмись, появляется эта двойка, появляется это что-то новое на горизонте. И это может застать человека врасплох. Это может, несмотря на то, что жезлы, как я уже говорил, огненная масть и стихия, и вроде такой человек активный и подвижный, но он теперь несколько в ступоре. А что делать? Остаться, как я уже говорил, со своим базовым желанием или принять новое? Неожиданное противодействие может быть со стороны людей или каких-то сил, от которых оно не ожидалось. То есть пришла беда с той стороны, откуда не ждал. Пришла весть, о которой ты и не думал. Обнаружение, существование каких-то правил, о которых никто не знал и так далее. То есть это что-то, как весть какая-то, как новость, как на уровне желания что-то появляется на пустом месте, чего не было до этого. Вот здесь это очень хорошо прослеживается. Еще раз хочу сказать, что вот этот второй жезл, который появился в виде ворона, он был нежданным гостем, незваным гостем. И это появилось как бы на ровном месте, просто так. И мы четко видим, что человек не очень-то и понимает, что с этим делать, как с этим работать, как с этим взаимодействовать. Был ли ворон? Это как некий авторский прием. Дать нам этого ворона в поэме для того, чтобы был более человеческий диалог, что ли. Но с равным счетом и успехом этот диалог мог бы быть внутри головы самого человека. Все мы можем поговорить сами с собой. Приятно всегда поговорить с умным человеком, не правда ли? Мы можем себя как бы поместить отдельно от своего сознания и размышлять, а если бы ты так поступил, а если бы ты эдак поступил. Поэтому здесь изображен один человек и два жезла. В традиционных, кстати, толкованиях репутация у карты негативна. Это ссора, скандал, противоречие, несовместимость, расставание, потеря близкого человека, отъезд или отсутствие чего-либо или кого-либо. Отсюда грусть, печаль, скорбь, сожаление. Я думаю, что авторы, составители этой колоды, вот этой Лос Карабео, итальянцы, они обращали свое внимание, когда выбирали гравюры для карт, обращали свое внимание и на традиционное значение. Давайте поговорим теперь о саморазвитии, что вот эта карта может означать для нас в этой сфере, в сфере воздуха, мечей. По этой карте человек, внимание, видит оба варианта, но то, что он видит, ему не нравится. Какой здесь был второй вариант у нашего героя этой поэмы? Появился ворон, и он дал ему не то чтобы надежду, шанс, небольшой, маленький такой шансик на то, чтобы выспросить, а там, в Эдеме, сможет ли он со своей лучезарной Ленор встретиться и снова ее обнять, снова быть вместе. И что мы с вами узнаем? Нет, nevermore, никогда, никогда этого не будет. Не встретишься, не обнимешь, не узнаешь. Не будете мы вместе. Получается, человек обладает теперь двумя вариантами. У него и так не было этой Ленор. Он и так страдал дома у себя,
от грусти и печали, читая книги, дабы чтобы они хоть какое-то ему облегчение дали. Тут появляется ворон. Он видит и одно, видит и второе. Но в целом ему ни одно, ни второе не нравится. Тут впору бы появиться чему-то третьему, которое дало бы выход из этих двух. Это как из огня да в полымя. Что в лоб, что в полбу. Оба варианта одинаковые, нехороши, и человеку они не нравятся. Ох уж этот выбор! Все так хорошо было по тузу. Туз понятен, туз, тебе дается шанс, ты его берешь и как панурк просто мчишься к своей мечте, к своему плану, к своей цели, узнать, надо мне жениться или нет, наставит мне жена рога или не наставит. А тут эта двойка проклятая. И так было так себе, и тут выбор какой-то появляется. Неприятно. Это следующий этап после активной предыдущей карты. А туз у нас очень активен. Это карта неожиданного внутреннего блока. Именно так люди обычно переживают утрату энтузиазма, вдохновения и вкуса к жизни. Вот эта карта выдохшегося человека. Карта, когда после боя человек устал, он хочет передохнуть. Но это не просто карта отдыха, как, скажем, по четверке мечей, после поля битвы, после боя человек принимает решение успокоиться, привести мысли свои в порядок, чтобы понимать, как ему действовать дальше. Здесь карта, которая, повторюсь, огонь, он подразумевает все-таки какое-то движение. Тебя подмывает что-то изнутри делать. Но ты выдохся. У тебя сил нет. Ты не знаешь толком. Даже не то, что не знаешь это больше по мечам. Сил нет у тебя, энергии нет. Вот это будет правильное значение. Огня нет в тебе. Вроде бы и стоило бы что-то делать, но не можешь. Выдохся. По двойке жезлов проходит постоянно сохраняющееся напряжение, в котором скрыто неопределенное внутреннее страдание. Это статичная карта, но это статика с внутренним напряжением. Она статичная, но не спокойная. По этой карте у человека есть вот этот напряг, как я уже сказал. Огонь подмывает тебя что-то делать, а сил, энергии нет. Выдохся, устал ты. И из-за этого есть такое напряжение внутри. Бессознательно человек всегда смотрит на окружающих свысока и притом не особенно внимательно. Почему на окружающих смотрит свысока? Мы дальше будем с вами говорить о том, что это у нас, как и многие двойки, 7-й дом, и он же в противовес 1-й дом. 7-й дом, да, это непременно есть вторая сторона, есть оппонент, партнер, враг, если хотите. А 1-й дом — это я. Здесь изображен один человек. Уже намек такой. Карта двойка, а человек один. Эгоизмом попахивает. И отсюда может быть, что человек смотрит свысока, вот такая типично мужская поза, даже в диалоге. Человек да-да-да, говори, голос мне твой приятен, я тебя послушаю, но у меня на все есть свое мнение, мужское и неопровержимое. Я лучше знаю как. Вот в саморазвитии, в самоощущении человеком эта карта может именно так выглядеть. Туз жезлов — это очень большая энергия, огромный поток. И когда запал себя исчерпывает, человек на какое-то время ощущает слабость и растерянность, как будто бы выдохся. Это не у разбитого корыта, это взгляд уставшего завоевателя. Впору взять вас и так переместить во взаимоотношения, причем такие сексуальные, когда после полового акта мужчина просто буквально выдохся. Энергии нет, сил нет. После активного такого мужского туза жезлов он выдохся.
Ситуация не поменялась, ни девушка никуда не делась, ни постель никуда не исчезла. Все на месте. И вроде как бы мыслями, ты понимаешь, неплохо было бы устроить еще второй раунд, показать, на что я способен. Но нет, не сейчас. Выдохся, набраться нужно этой самой энергии и сил. В карьере. Наша замечательная карьера, когда мы хотим продвинуться вверх по лестнице и дойти до главы фирмы, например, или до какой-то руководящей должности, может быть, проектом, отделом. Проблема лидера по вот этой карте, проблема лидера, который должен согласовывать свое личное видение с социумом, с окружением, с коллективом. Опять проблема, которую мы с вами раскроем полнее в зодиакальном доме. Есть оппонент, есть я. Я по двойке лидер, я здесь главный, я лучше знаю как. В конце концов, недавно я вот прошел туз жезлов и показал вам, на что я способен, какой я панурк. А тут ситуация такая, что нужно согласовывать это с окружающими, нужно принимать их мнение во внимание. Вот в карьере, в рабочих моментах эта карта может выглядеть именно вот так. Эгоизмом прям очень сильно пахнет. Нехватка энергии может быть. И настойчивости. Необходимость реализовывать задуманное, преодолевая трудности. По тузу жезлов, помните, сколько было трудностей у Панурга и у наших друзей? И что, их эти трудности остановили? Нет. Они мчались напролом сквозь бури и океаны, сквозь всякие препятствия. И, в конце концов, получив то, что им нужно было, ответы на вопросы. А по двойке нет такого ощущения. По двойке человек понимает, что перед ним, если бы перед Панургом был не туз жезлов, а двойка, они бы так никуда из Парижа и не уехали. Он бы так вот это помечтал о своей жене и не женился бы никогда. Его бы сомнения задавили. Трудности дороги уже преградили бы ему всякий путь, потому что он понимал бы, что это нереально и невозможно. Вот эта двойка. Внешние обстоятельства могут быть таковыми, что они пересиливают тебя. У тебя не хватает запала, который был в тузе, для того, чтобы пробить напролом, пройти сквозь эту стену. Тут нужна, ее нету, но она нужна твердость, решительность, смелость. Те все качества, которые присущи тузу, которые присущи магу и которые присущи были Панургу и его друзьям. Беда в том, что настроение двойки жезлов больше располагает сидеть, сложа руки, нежели бороться за воплощение своей мечты. Тут бывает даже трудно просто определить цель. Ты не понимаешь по этой карте, что тебе конкретно надо сделать. Вот эта апатия, меланхолия, которая как куполом накрыла нашего героя, не давала ему никакого шанса выбраться из него. Ведь он человек, ведь он живой, ведь в нем стучится тук-дук сердце, кровь пульсирует по жилам. Он не умер вместе со своей Ленор, но вся эта ситуация убрала из него огонь жизни. Он стал безжизненным, живым мертвецом, если хотите. Вот в карьере может именно такое быть ощущение. Надо, мы живем, вокруг люди есть. Ты не один, не зацикливайся на собственном эгоизме. Ты выдохся, ну и хрен с тобой, но не ты же здесь один, в коллективе. Соберись, тряпка, одень улыбку дежурную, выпей бодрящего чая или кофе и давай вперед. Это если хотите в виде совета. Карта советует это, выпавшая человеку, который выдохся. Она говорит: соберись, тряпка, будь мужественным, сожми яйца в кулак и вперед. Финансы. В финансах, глядя на эту карту, ну что можно сказать? В целом здесь не пахнет финансами, не пахнет здесь победой. Но давайте что-то положительное попытаемся в ней также увидеть.
Довольно-таки статичная карта и больше нам указывает на что? На необходимость действовать, принять правильное решение и учет второй стороны. Я люблю такие негативные карты, когда они выпадают не как констатация факта, а как показ ситуации из будущего. И тогда ты человеку говоришь в виде совета. Либо не лезь туда, у тебя не хватит запала энергии, либо лезь, но приобрети этот самый запал, энергию, или найди партнера, который будет в противовес тебе другим. В общем, поменяй что-то, поработай над этим, потому что двойка не туз жезлов. Тебе надо ее превратить в туз, тогда будет все окей. То есть карта в целом не говорит о том, что ситуация в плане финансов выгорит. Причем, скорее всего, она не случится положительной именно из-за тебя, именно из-за твоего упадка сил ниже плинтуса. В отношениях. Во-первых, двойка. Давайте вспомним мы с вами двойку кубков. Помните, какая замечательная карта? С одной стороны девушка, с другой стороны парень. В целом такая праздничная любовная атмосфера, этих два кубка, переплетенные руки, сердца, эмпатия, возникающая между ними, которая пульсирует, как они чувствуют друг друга, как они поят друг друга своими эмоциями и чувствами, которые внутри них. Есть ли здесь что-то подобное? Абсолютно. Карта эгоизма. И даже если такая карта не подразумевает, что человек в буквальном смысле нашел себе кого-то второго, это в конце концов не тройка, то он точно смотрит куда-то. Не обязательно в сторону другого парня или другой девушки. Просто в сторону смотрит из отношений. Нет энергии, это не туз, он выдохся. Мужчина, лежавший на постели и совершивший еще в недавнем прошлом туз жезлов, сейчас его мысли о другом. Пойти к холодильнику, открыть баночку холодного пива и расслабиться. Не продолжать лежать в этой постели. С этой прекрасной, еще 5 минут такой желанной девушки. Да, желание придет. Позже, но не в двойке. Ситуация по двойке говорит о том, что человек хочет отстраниться. Соответственно, если даже два таких человека находятся вместе, физически два этих тела вместе, то душа человека, желание его, они где-то в другом месте. Он в глобус взял в руки свои и думает, куда мне сейчас пойти душ принять или на кухню охладиться чем-нибудь, пивом каким-нибудь, холодненьким, как я уже сказал. Человек по двойке жезлов остается индивидуалистом, хоть и налицо внутренний конфликт из-за второго. Это карта не абсолютно одинокого человека. Здесь фоном ощущается присутствие второго человека. Мы его не видим на карте, но он есть в этих отношениях. Мы же на отношения смотрим. Он за кадром находится, если хотите. Внутренний конфликт из-за второго человека, он склонен поступать по-своему. Человек по этой карте говорит, да, я в курсе твоего желания, я тебя услышал. Но, еще раз, он не смотрит такими же вожделенными глазами понурго на эту лежащую красавицу. Да, я тебя понял, я тебя услышал, но мысли его в холодильнике. Там стоит баночка пива, я туда хочу. И я хочу сейчас повернуться на второй бок и сладенько уснуть. Ты меня вымотала. Вполне может быть, что человек стоит на пороге новых отношений. Или в уже существующих смотрит подлец в другую сторону. Если мы делаем расклад на человека, который пока одинок и выпадает двойка, можно поздравить, можно сказать, в принципе, вы на пороге новых отношений. Стоит что сделать?
энергии добавить чуть-чуть, вдохнуть туза жезлов сюда, и все закрутится, завертится. Не сиди дома, примарафеться и выходи в люди. Двойка жезлов сулит тебе, что ты найдешь своего партнера. А если партнер уже имеется, а если это пара, то двойка говорит о том, что он, зараза такая, смотрит, кобелина проклятая, в другую сторону. Еще не факт, что нашел кого-то, но желание его туда, налево смотрит. Потенциально такой человек может изменить. Если такого даже не случится, то может так случиться, что этот человек пойдет на случку с кем-то другим, если случится, что выпадет ему такой шанс и возможность. Дай только, чтобы все так сложилось вокруг. Он будет готов. Период напряженности в любовном треугольнике, когда человек не знает, а кого же ему выбрать, Григория или Валерия? Ох, Валерий этот, кого же выбрать? Не понимает девушка. Любовный треугольник может уже быть, но нет того самого туза, нет четкого понимания. Я хочу этого, либо этого. Ну так, причем это не так, что и тот хорош. Это скорее, где еще какой-нибудь Алексей? Как-то так. Ни один, ни второй в полной мере человека может не устраивать. Отсюда такое желание по перевернутой колеснице вожжи отпустить, бросить руль, сказать «мама», закрыть свои глаза, а там будь что будет. Может быть, здесь нет такого фатализма, он больше ощущается из-за того, что человек некогда был очень активный, а сейчас вымотался. И отсюда он не может выбрать, колеблется в этом самом любовном треугольнике. Внутреннее чувство поменять шило на мыло, оттого и такой выбор. Вялый. Как выбор ничего не выбирать. О, это самое оно. Оставлю-ка я все, как оно есть. Есть у меня и Григорий, есть и Валерий. Вот не хочу я туда лезть. Вот как-то они сами там между собой разберутся. Может, на дуэль вызовут, да, один останется. В общем, пускание на самотек этой самой ситуации. Дескать, пусть она решается как-то сама. И это тоже выбор. Это выбор ничего не выбирать. Выбор ничего не делать. Ничего не предпринимать. В реверсе, в негативном прочтении этой такой веселой, замечательной карты много ответственности, а власти мало. Может быть такое ощущение, да? И то надо, особенно в карьере это ощущается, и это, все на тебя навешали, но когда ты пытаешься это все реализовать и выполнить, ты понимаешь, что тебя не наградили ответственностью, тебе никто не подчиняется. Такие ситуации часто возникают, вы их даже, возможно, видели в фильмах, когда назначают нового главу отдела или нового человека на заводе. Очень часто, когда это девушка, которая не имеет авторитета, но с нее много спросят. Есть определенный план, дедлайн. Надо сделать и то, и то, и то, и то. И реорганизовать производство. И, может быть, даже сократить количество работников. Увеличить выпуск продукции. Конечно, принести доход. Увеличить доход этой компании. Но когда девушка приходит, наша новая начальница, к тому, чтобы конкретно управлять, начальствовать ситуацией, а ей никто не подчиняется, а никто ее не слушает. И вот в целом такая атмосфера может говорить о том, что много ответственности, но мало власти у такого человека. Конечно, может быть и наоборот. Может быть так, что человек сам по себе, он-то и не хочет эту власть брать. Не надо, ему дают ее насильно в руки, а он вялый такой, не хочет. Как я часто говорю, ситуация почти по любой карте может быть снаружи, а может быть внутри нас. Что значит? То есть, если мы говорим
что, с одной стороны, ситуация подталкивает, заставлять сделать выбор. То есть в целом так оно уже все складывается, что тебя к этому толкают. А человек колеблется, человек не готов. Нет рычагов влияния у такого человека. И второй вариант, когда наоборот, человек как бы может быть и да, он даже может себя тузом жезла внутри ощущать, но ситуация со стороны такова, что палки в колеса ему вставляют, препятствия ему какие-то создают. Не получается этого реализовать и сделать. И отсюда очень быстро из-за вот этих внешних преград и препятствий наступает двойка. Ну, просто если бы человек все-таки пробил, то, согласитесь, это не двойка. Это уже был бы туз, это была бы какая-то другая карта, типа колесница, аркан, который напролом пройдет и все прошибет. Нет. Человека погасили. Внешнее противодействие. Его запал иссяк. Даже если он и был, но за счет внешних противодействий, тогда это у нас будет перевернутое негативное прочтение. Давайте вот об этой карте поговорим. Предвкушение ситуации по двойке такое. У человека уже что-то есть. Вот в данном случае, да, это один жезл имеется. Ну какой? Негативный. Утрата Ленор. Человек в этом горе варится, он в этом живет сейчас. И от второго, от ворона, то бишь, от второго жезла, который залетел в его окно, он ожидает, что этот второй жезл предложит ему новые возможности. Шанс выйти из этой ситуации. Но этого не случается по двойке. И у нашего героя есть два варианта, два пути, но оба ему не нравятся. Не тот старый, который у него был, не этот новый, который залетевший ворон ему предлагает. Своим хриплым карком Nevermore он постоянно говорит, что никогда, никогда, никогда этого не случится. По двойке человек явно видит два варианта, два желания, но ни одно, ни второе ему не нравится. И очень часто по этой двойке наступает апатия, когда наш герой нашего расклада, он опускает руки и ждет, что это как бы само собой должно разрешиться. Стоит ли говорить, что это неправильный подход? Здесь через силу, но нужно включить в себе туз жезлов. Через силу, но заставить загореться огонь внутри себя, который выведет тебя из этой патовой ситуации. Неважно, это любовный треугольник, он тебя выведет из этой ситуации, или это ситуация на работе, в карьере, когда ты все-таки продавишь либо начальство, либо коллектив, который ополчился против тебя, такой нежной и хрупкой девушки, начальницы на каком-нибудь заводе, где тебе отнюдь не место, они так считают. Но мы не лыком шиты, и ты пробьешься наверх. Или в саморазвитии, когда приходит такое ощущение, что ты выдохся, что нет больше сил двигаться вперед. А надо. Найди в себе силы, пересиль эту апатичную двойку и все-таки выбери какой-то вариант из двух. Не колебься, не колебься. Такое классное слово, не колебься, долго между ними. Давайте посмотрим с вами еще на зодиакальный дом. Я здесь поступил несколько иным образом. Я совместил два дома. Первый и седьмой. Это дома противоположные, вы сами знаете. А все рекомендуют, и жизнь в том числе, что, дабы раскрыть нам полнее то, что мы рассматриваем сейчас, стоит обратить внимание на противоположность. Вода не такая вкусная без жажды. Не поймем мы сладость, если не поймем, что такое соленость. И ночь не так прекрасна без дня, и палящий зной непременно должен сменяться прохладой. Поэтому первый дом это у нас Овен. Это у нас ощущение себя, любимого и единственного в этом мире. Вот он, я прекрасен, я есть Бог, я есть Абсолют. Это актер, выступающий на сцене, это певец, который так самозабвенно играет или поет сейчас, что он просто растворяется в этой толпе. Он не ощущает никого вокруг, он сосредоточен полностью на себе, на своих ощущениях, и люди любят наблюдать
за таким перформансом, который происходит на их глазах, когда голос льется из луча на повороте, или, может быть, из Фредди Меркьюри, и стадионы собираются, дабы посмотреть на это действо. А 7-й дом — это есть партнер, есть вторая сторона, как правило, не абстрактная, как по 2-му дому, а по 7-му дому вполне себе реальное, выкристаллизовавшееся из общества, отпочковавшееся из общей какой-то массы в виде чего-то конкретного. Нашего супруга, нашего партнера по бизнесу, нашего оппонента. Или в худшем случае врага, который стоит прямо перед нами и с которым нужно что-то делать. Итак, на 1-м уровне проработки 1-го дома, то есть Овен, да, этот эгоист, вот он, эгоист такой вот, хоть и 2. Человек полностью отождествляется со своей личностью, а личность не отделяет от физического тела. Вот это вот смотрит человек на себя в зеркало и понимает, что это он и есть, и иного о себе не представляет и не мыслит. Абсолютно доверяет своему восприятию и считает, что то, чего он не видел, не слышал, попросту не существует. Не покажешь, не докажешь. Примерно так. А вот 7-й дом, на этом же 1-м уровне, он звучит так. Убивать или убьют меня? Человек сразу во 2-м видит врага, злейшего, и у него срабатывает правило ЧЧВ. Человек человеку волк. Или ты меня, или я тебя. Иного не дано. А вот на 2-м уже уровне, в 1-м доме проработки, происходит полное отделение человека от окружающего мира. Прогресс налицо. Теперь он может говорить о себе, взирая на свою личность как бы со стороны. Он уже может на себя посмотреть. То есть по-прежнему речь идет об эгоизме, ну если так хотите сказать, о себе любимом. То есть акцент на человеке, на личности. Но это способность посмотреть на себя пока еще не глазами другого человека, а своими же, но со стороны. Человек считает, что личность, неважно, свою, чужую, нужно формировать, но не считает это занятие важнейшим для себя. Вот там какие-то лидеры, политики, кто-то, кто выступает со сцены, для кого важно работать над своей личностью, пожалуйста, работайте. Я, обычный Вася Пупкин, пойду себе на завод, выточу норму деталей за смену, и отстаньте вы от меня со своими вот этими вот прокачками и саморазвитием. Увольте. Вопрос о самоутверждении и самореализации по-прежнему решается на социальном уровне его референтной группы, референтного слоя, того круга общения, в котором он находится. Вот какие там установлены правила игры, уровни, что считается хорошим или плохим, что считается геройством, а что нет. Вот ты не выпрыгнешь за пределы. Это никогда не будет белой вороной. Ты всегда будешь черной вороной. Ты будешь продолжением массы и толпы. И основным критерием для достижений такого человека служат внешние какие-то критерии и, естественно, социально признанные. Ну, то есть выше головы не прыгнешь, даже и мысли таких не возникает, и, конечно же, ты не будешь белой вороной. Нет. На 2-м уровне 7-го дома, то есть это пара у нас, человек может признать за врагом определенное достоинство, но не столько учиться у него, а сколько противопоставлять свое. Ага, так ты, оказывается, вот такой приемчик знаешь, а я тоже ходил в школу на карате, я покажу, как тебе я умею. Это вот так вот. Да, ты хорош, но я лучше, я тоже что-то могу, я тоже что-то умею. Такая себе, отсылаю вас к 5 жезлов, конкурентная борьба.
когда все равны, и каждый пытается своим жезлом размахивать лучше, чем другой, чтобы выйти потом в шестерку. На третьем уровне проработки первого дома человек учится видеть свою личность как поверхностный слой своего внутреннего «я». Поверхностный слой. То есть это «я» теперь глубокое очень становится. И человек видит это лишь как верхний слой, как вершину айсберга. А что это значит? Что на третьем уровне, а это уже, на секундочку, такой прям прорыв и очень высокий развитый уровень у человека. Он понимает глубину своей личности, он понимает, насколько он может прорабатывать себя вниз, вовнутрь. Что ты с этим телом сделаешь? Немного. Но там внутри мир целый, целая вселенная, которую ты можешь развивать и раскрывать. Теперь личность на таком уровне воспринимается как средство коммуникации между внутренним и внешним миром. Смотрите, даже в первом доме, но на третьем уровне прокачки, слышите, начинает пахнуть седьмым домом. Да, человек осознает, что есть внешний мир в виде чего-то конкретного, и он теперь свое «я» воспринимает как мощный инструмент для того, чтобы связать свой внутренний мир с внешним миром. Заметьте, это все мы еще говорим об человеке, не о оппоненте, не о враге, о человеке, о личности. Самоутверждение идет уже не только за счет социальной оценки его внешних достижений, но и в большей мере по его достижениям во внутреннем мире. То есть человек начинает быть и хотеть быть белой вороной. Он начинает выделяться за счет каких-то своих внутренних качеств. Ты не прыгнешь выше головы в этом обществе социальном, в своем физическом теле. Но то, что внутри тебя, есть твой глубокий внутренний мир. Ты можешь его развивать, и оно может распускаться наружу, подобно дереву ветвистому. И это на третьем уровне приходит, и это получается. Человек этим пользуется очень умело. И для него уже не так важны оценки окружающих. Он уже не держится за то, что скажут ему коллеги на работе, друзья, знакомые, может быть, даже жена или родители. У него есть свое мнение на этот счет. И мнение не просто какое-то эгоистичное мнение, в котором он самозаблуждается. Нет, это мнение развитое и подтвержденное его глубоким внутренним миром. И это могут быть прям достижения там внутри сделанные. Социум, может, даже и не ожидал от него этого, а он сделал. Но на этом уровне человек все еще болезненно относится к унижениям, критике, к тому, что его можно обидеть. Еще такое эго прослеживается и присутствует. Дает отголоски первый уровень прокачки первого дома. На третьем уровне прокачки седьмого дома человек склонен делить сферы влияния. Его враги – это часть его кармы, и он пытается осмыслить их роль в своей жизни. Тоже похоже между собой теперь седьмой дом и первый дом на третьем уровне прокачки. Человек теперь врагов, которые рядом с ним, расценивает их как необходимую часть своей кармы. Он учится чему-то у них. Помните, только что я читал вам, говорил, что на третьем уровне первого дома человек свое «я», свою личность теперь воспринимает как инструмент, которым он умело орудует для того, чтобы связывать внешний мир и в свой внутренний. С другой стороны, мы смотрим на это же самое, но в седьмом доме, когда человек врагов своих расценивает как тех, у кого можно чему-то учиться, и склонен делить сферы влияния. То есть это будет начальник, лидер, помните, который сталкивается, вот такой вот начальник и лидер, я все знаю и умею, но
он сталкивается с коллективом, и он начинает делегировать полномочия, обязанности. Он этому поручает одно, этому второе, этому третье. Уходит это ощущение эгоизма и своего высшего «я», своего эго. Человек теперь может поделиться. Не зазорно ему от этого. Корона с головы не упадет у него. И это всего лишь 3-й уровень. А у нас еще есть 4-й. Как я говорю, это уровень Бог. Уровень гуру, маэстро. Личность на 1-м уровне 4-го, на 4-м уровне 1-го дома в Овне. Личность как рабочий инструмент, предназначенный для связи внешнего и внутреннего мира. Он учится воспринимать все, что вокруг него и с ним происходит, без личных чувств и эмоций. Человек превращается в определенных обстоятельствах, условиях и ситуациях в робота, в машину. Его невозможно обидеть. Он просто тупо воспринимает информацию. Он сканирует глазами, как сканером, внешний мир. И воспринимает это все безличностно, безотносительно к своему «я». Такое ощущение, что этого «я» у него как будто бы и вовсе нет. Он это все впитывает в себя, подобно губке, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы потом взаимодействовать с этим миром, чтобы потом отдать ему. Потому что свою личность он теперь расценивает как четкий рабочий инструмент для того, чтобы взаимодействовать с социумом, с окружением. Унижение, несправедливые упреки и прочие удары по личности воспринимает безлично и безразлично. Они его не задевают. Ему это неинтересно. А даже если так и случится, что кто-то попадет прям в точку, заметит какой-то изъян, недостаток, человек просто вот так вот плечи сдвинет и скажет: ну, извините, да? Либо я еще над этим поработаю, окей, спасибо, дружище, я принял во внимание то, что ты мне сказал, действительно ценное замечание. А если чисто физически человек не может это исправить, ну лысый я, ну ничего я с этим не сделаю, да, например. Живите с этим. Я как-то с этим живу, смирился, и вы живите. Не устраивает, ну так и быть. Без обид, без ничего. Просто ты понимаешь, что есть какие-то вещи, которые ты физически исправить не сможешь. Ну хотел бы я быть смуглым, как итальянец. Каким вы хотите видеть меня? Ну не буду я им. Я могу быть кем угодно, каким-то другим. Но вот такие вещи я поменять не могу. Я просто привожу вам примеры, какие-то явные, очевидные, чтобы вы понимали, что есть какая-то, может быть, база, которую человек не в состоянии изменить ни сейчас, ни на 4-м, ни на 5-м, ни на 25-м уровне, потому что это невозможно. А то, что возможно, но пока человек еще не поменял, его это не задевает. Но я же к этому иду. У меня есть моя дхарма, мой жизненный путь. И если это ложится в канву моей дхармы, я буду это развивать. Не получается сейчас, получится через год. В конце концов, эти мишки в цирке как-то же на велосипеде ездят, научились косолапые рулить. А я человек все-таки. Почему я не научусь? Научусь. И более сложным вещам. Дай только мне время. А обижаться не стану. Нет. Это не про человека на 4-м уровне 1-го дома. А вот 7-й дом на 4-м уровне. Такой человек не имеет внешних врагов. Если еще на 3-м уровне у него были враги, но он старался у них чему-то учиться, не рассматривал их как врагов, а как скорее компаньонов, партнеров, у которых можно что-то перенять, то на 4-м враги куда-то улетучились, рассеялись, как дым, как туман они ушли, не стало их. Почему? Потому что все внешнее, негативное проявление в виде его врагов он отслеживает внутри себя, там внутри прорабатывает и решает все эти проблемы и задачи внутри себя. Видит карму людей и своих партнеров очень четко и хорошо. И развивает таких людей эволюционно. Порой они могут об этом не знать и не подозревать,
что они живут, работают, сосуществуют рядом с таким человеком, который своими словами, действиями, поведением поднимает их на такой же уровень. Здесь спору сказать пословицу «С кем поведешься, того наберешься». Или перефразированное «С кем поведешься, так тебе и надо». Но это в хорошем смысле. Иная пословица. «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты». Так вот, наш круг общения, он определяет во многом, какие привычки будут у нас и насколько легко или трудно нам будет развиваться, насколько наше общество, наш коллектив, наша семья, наши друзья, партнеры нас будут развивать или тормозить в нашем развитии. В Библии есть такой стих: «Плохое сообщество развращает добрые нравы». Или плохое сообщество портит полезные привычки. Какие бы у тебя ни были ценные устремления, если ты попал в стаю волков, это значит с волками жить, по волчьи выть. И очень сложно тебе будет быть белой вороной среди черных. Или заклюют, или перекрасишься. Что-то должно быть в тебя внутри, такое мощное, какой-то стержень, который тебя бы поднял над этим коллективом черных ворон, стаи этих волков, которые помогали бы тебе сохранять свою белизну и чистоту. Что-то тебя должно подсвечивать внешнее. Помните, как мы говорили, на 3-м уровне и тем более на 4-м человек уже не зависит от социальной оценки. Он как бы голову выше всего этого поднял. У него есть внутренний мир, его проработка, там он и достигает высот. И не ждет одобрения и оценки в своей референтной группе. Внутренний свой негатив человек такой подкармливает, приручает, но не убивает. То есть своего какого-то дракона раздутого эго он превратит в какую-нибудь маленькую собачку, которую можно выгуливать на поводке, кормить, она может тебе служить и помогать. Эгоизм внутренний в виде какой-то огромной свиньи, которая разжирела и разожралась, он превратит в такую маленькую декоративную хрюшечку, которую не стыдно показать всем, которая так повизгивает приятно, и когда ты ей чешешь за ушком, она лапкой дергает. Вот примерно так он поступает с теми негативными явлениями, которые есть внутри него. Помните? Нет внешних врагов. Он отслеживает весь негатив внутри себя, там его прорабатывает. И вот эти проработки приводят к тому, что он его не искореняет. Он учится с ним жить. Он видит темные стороны и ставит их на службу царя. Он ставит их на пользу себе, на служение своим добрым сторонам, ну или своим целям. Тут уж не важно, какие у него цели. Просто они чаще всего получаются высокие и добрые. Ну что, есть сомнения относительно того, что 1-й дом и 7-й дом – это не про двойку? Да, это двойка. 7-й зодиакальный дом и 1-й зодиакальный дом – это про двойку. Осознание себя в этом мире, взаимодействие с этим миром, понимание, что врагов нет, твои все враги – это оппоненты, у которых ты можешь учиться, а на высшем уровне это все твое внутреннее, а люди лишь зеркало, которое отражают негатив. Вот такая у нас с вами сегодня интересная карта, необычная. Она очень сильно отличается от двойки кубков, которую мы с вами разбирали. Замечательную, прекрасную. Она больше про эгоизм, она больше про упадок энергии и скорее должна служить нам предупреждением. Соберись, тряпка, возьми яйца в кулак, стань снова тузом жезлов и рвись вперед и в бой. Сделай ты, наконец, этот выбор. В этом треугольнике определись ты, Григорий или Валера. Если не тот, то тоже сделай выбор. Не пускай это на самотек. Не делай, чтобы твой выбор был не выбор. Будь как будет. Нет. Если ни один, ни второй не подходит, то сделай твердое, четкое решение. В общем, включайте энергию по двойке. Делайте правильный выбор. Делегируйте возможности. Забывайте хотя бы на время о своем «я», о своем эго.
Думайте больше о других людях. Я это говорю и себе также. Я такой же, как вы. И с каким, но с этим домом и с этой картой у меня явные проблемы. По 7 дому у меня очень сильно включается 1 дом. Мне приходится над этим работать целенаправленно, сознательно, задумываться каждый раз об этом, стопорить себя в этих ситуациях. Я желаю вам, чтобы эта борьба, эта работа внутри вас проходила, пусть нелегко, но непременно результативно. Чтобы каждый этот маленький бой, это маленькое сражение, которое проходило внутри вас, увенчивалось бы потом победой. Чтобы вы становились лидером и победителем. И маленькими пусть шажками, но поднимались наверх к тому, чтобы дойти до 3-го, до 4-го уровня. Чтобы весь окружающий мир формировать внутри себя. Служить на благо другим людям просто потому, что вы это можете. Потому что вы видите карму своих оппонентов, своих врагов, своих друзей и близких, и эволюционно их развивать и поднимать на более высокие уровни развития. Я также желаю вам удачи. Пусть у вас все получается и складывается так, как я сказал до этого. Большое спасибо за то, что продолжаете меня смотреть, за то, что делитесь моими видео, за то, что ставите лайки и подписываетесь. А особенно большое спасибо за комментарии. Мне их приятно читать и на них отвечать. Желаю вам всего самого лучшего и до свидания.